Еще относительно тепло, но осень уже понемногу начинает ощущаться в краснеющих листьях девичьего винограда, в цветущих осенних цветах, в тучках, которые иногда к нам заглядывают, ну и, конечно же, в собранном урожае. У меня он в этом году далек от прекрасного. Мне удалось выбрать несколько хороших качанчиков капусты для солянки. Среди тех, которые были нещадно источены белокрылками. Что не съели они, то потрескалось и испортилось от излишней влаги и какой-то плесени. Теперь наши уточки пируют, разгуливая среди капустных кочерыжек. Конечно, можно сказать, что это ведь не шуточки. Нужно же все брызгать, нужно же все обрабатывать. Где были вы, где были ваши пестициды? Все это верно. Но дело в том, что мы едим очень мало капусты, и обработанную пестицидами я без проблем могу купить в магазине. В сезон заката к солянке она не так дорого стоит. Вся идея выращивания своей капусты заключается в том, чтобы вырастить ее с минимумом обработок и максимум пользы. В прошлом году у меня это получилось лучше, в этом году хуже. Посмотрим, как у нас сложится с капустным урожаем в году следующем. А вот клубникой я рисковать не готова. Ее рассада стоит довольно дорого, как и сами ягоды. В этом году большого урожая собрать не удалось. Сперва затяжные заморозки лишили нас большей его части, затем какое-то заболевание. Поэтому уже в августе я срезала все листья с клубничных кустов и обработала их необходимым средством. Груши тоже обязательно пройдут обработку. Листья на них в этом году выглядят просто ужасно. А это кабачок. Он вырос на клубничной грядке совершенно самостоятельно. Я не высаживала в этом году кабачки, но, по всей видимости, от них так просто не отмахнешься.
У меня растет несколько сортов винограда, и цветоносы некоторых совсем вымерзли этой весной. Но все же мы не остались без вкусного урожая, и каждое утро Людовик получает свой завтрак. А мы сочную веточку спелых ягод. А Чапка все еще собирает яблоки с нашей яблони. Это мое достижение этого года. Вдохновившись опытом Татьяны, хозяйки канала «Татьянин день Беларусь», я впервые посадила дыньку. Высеивала несколько семян, выросло одно растение. Но какой же ароматной и сочной оказалась эта дынька. Я такой вкусный еще не пробовала. Краснеет перец одинокий. Уточки в этом году были лютые. Эти картофелины довольно крупные, но в этом году это скорее исключение, чем правило. Не знаю, чего ей не хватило, вроде и росла неплохо, и жуки крылатские даже не появлялись. Лук тоже невелик. Его хватит на некоторое время, но все же хотелось бы урожай покрупнее. Сушить лук в теплице была хорошая идея, а вот перебирать и чистить не очень. Салат заслуживает особой похвалы. Уже второй год сам растет, сам сеется и снова сам растет. Я только и делаю, что собираю урожай. Огурчики тоже еще крепятся. В этом году я закатала много банок, запаса которых, возможно, хватит на года 1,5-2. Уже, конечно, нет таких больших сборов, но все еще удается собрать немного для сборного салатика к каждому ужину. Молоденький укропчик. Также в теплице я посеяла немного щавля в ящике без дна, для того, чтобы получать витаминный урожай как можно дольше осенью и как можно раньше весной. Взошел плохо, придется подсеивать. А здесь уже взошла махровая штокроза. Семена оказались довольно хорошими. Томаты ранних сортов совсем не дали урожая. Сперва листья скрутились в трубочку, а после фитофтора уничтожила все кусты подчистую.
Только томаты сорта Бруклин, как всегда, оправдали затраты расходов и потраченного на них времени. На поле рядом с нашим домом уже убрали сахарную свеклу. Свеклу на моих грядках еще нужно поискать. Я правда старалась быть прилежной огородницей. Но тут начались затяжные дожди, и я сложила руки на коленях. За считанные дни сорняки вымахали до гигантских размеров, и их можно было удалить только вместе со свеклой. Когда-то у меня был большой огород. В свое время я отказалась от него только потому, что в один момент все становилось вдруг совершенно неуправляемым. Но и семена сорных трав в этом году нам тоже пригодились. Сорняки в этом году мы выращивали как никогда бережно. Все дело в том, что университет дал Милане задание на лето. Нужно было собрать семена 20 различных видов сорных растений и, разложив их в спичечные коробки, принести в университет. Поэтому некоторые экземпляры у нас были просто на вес золота. Милана так красиво оформила коробки, нарисовав на каждом из них те самые сорные растения, чьи семена сохранялись внутри, что мне захотелось оставить их на память, хотя бы в этом видео. Набор семян получился очень уютным. Милана заработала выше 10 баллов за свои старания, и это послужит ей хорошим вдохновением для дальнейшей учебы. Кстати, об уюте. Самое время продолжить искать те самые уютные моменты в нашей осени. Пожалуй, многие из нас на вопрос, какой праздник вы считаете самым уютным, без всяких раздумий ответят: конечно же, Рождество. С этим сложно поспорить. Рождение малыша, да еще такого важного, это и правда очень милое событие. Но не только поэтому Рождество считается самым уютным праздником, а также потому, что оно наполнено различными приятными моментами и традициями, которые делают его самым уютным праздником в году. Украшение елки, выпечка имбирных пряников, гирлянды и свечи, и, конечно же, подарки для наших родных и близких. Почему бы и для осени не перенять эту милую традицию и не взять за правило каждую осень дарить своему любимому дому уютные осенние подарки? Это могут быть небольшие тыковки, гирлянды из декоративных листьев или фарфоровые шкатулки для мелочей с осенними мотивами. Я же этой осенью подарила нашей библиотеке мягкий и теплый ковер. Узор не скажешь, что в осенних красках.
Но само наличие ковра в нашем доме говорит, что настала та самая пора, когда пришло время утепляться. Также к ковру добавилась стопочка книг. Роман Консуэла, купленный по рекомендации Кристи, и несколько классических произведений, которые никогда не теряют своей актуальности хотя бы потому, что включены в школьную программу. А также на одном маркетплейсе, а именно Wildberries, я заказала 2 уютных флисовых пледа. Пледы должны были быть в темно-коричневую клетку и клетку оттенка сливочной карамели. Но мне прислали совсем другие экземпляры. Ну что ж, они могли бы получить хороший комментарий и еще один заказ на парочку пледов. Но в итоге получили то, что заслужили. Я найду место для этих 2 пледов у нас в доме, но еще 2 пледа я буду искать уже в совсем другом месте. Пусть эта осень не приносит вам разочарований, и ваши желания исполняются в точности так, как вы их задумали.